Друзья мои, привет! Заборы, у нас снег валит. Сегодня продолжение темы выбора камер, выбора фотоаппаратов. И сегодня будет небольшое видео, а точнее, можно сказать, интервью у человека, непосредственно связанного, во-первых, с отечественной фотографией, с отечественными камерами, ну и во-вторых, сами все посмотрите. Может быть, кому-то это поможет сделать правильный выбор. Проба. Первый вопрос, самый интересный. Какой формат? Пленочный. О, правильный ответ. Так, а почему пленка? Почему? Потому что цифра подразумевает в себе делание много снимков, и в связи с этим нету сосредоточения на самом процессе. Ну, это некое соревнование, наверное, да, все-таки? Ну да, на скорость, это не внимание. На максимум снимков и в минимум вложения расходные материалы. В связи с этим получается то, что человек не ценит ни время, ни моменты, ни экспозицию. А что касаемо пленки, так то ограниченное количество кадров и условий для ведения съемки, та же погодных, не дает возможности к этому относиться халатно. Ну, это можно сказать, что это даже не навык, а это знание. Это знание, да, которое есть... получается в течение определенных практических уроков, я бы так сказал. И в нынешних условиях из-за дороговизны расходных материалов, я считаю, некоторые начинающие фотографы более ответственно относятся к пленочной фотографии, чем к цифре. И опять же, условия производства снимков, которые подразумевают наличие какой-то лаборатории, каких-то определенных условий, и с этим это процесс более творческий, чем это взять, отщелкать на цифровую, допустим, технику, и, соответственно, просто взять, вставить в компьютер. Это занимает при наличии определенных программ немного времени. Хотя, когда цифра, если это все печатается вручную, это занимает определенное время. Даже чтобы грамотно проявить пленку, необходимо использовать определенные реактивы, и это все производится в определенных пропорциях, что подразумевает определенные знания. Но вы сами проявляли? Я сам проявлял, сам составлял. Я, к сожалению, сам не проявлял, но в силу определенных обстоятельств я общался со многими людьми и примерно представляю, как это все происходит и какие это затраты в нынешних условиях. Но все-таки вы сторонник сканировать пленку и печатать на цифровых современных принтерах, или все-таки классическая аналоговая печать? Я думаю, оптическая? Нужно сканировать уже проявленную пленку, потому что с определенными условиями можно в двух вариантах: и распечатанный хранить, и цифру, потому что распечатанный можно потерять, а цифру как-никак на нескольких носителях можно сохранить. Следующий вопрос по поводу оптики. Это вопрос очень актуален. Все-таки сменная оптика или фотоаппараты, которые без смены? Со сменной оптикой, да? Я думаю, так, в связи с этим вопрос, который меня в 86 году поставил, собственно говоря, перед выбором, и я уже к зеркалкам не возвращался. Зеркальные камеры рассматриваете как вариант, или только дальномеры, или шкальные? Зеркальные тоже, да? Все варианты нужно рассматривать. Если есть в нынешних условиях определенное наличие денежных средств, довольно-таки широкая линейка представлена различных аппаратов, можно за вполне разумные деньги попробовать себя во всех направлениях. Что вы думаете по поводу тенденции ближайшего год-два, по поводу пленочной фотографии? Она будет развиваться. В связи с тем, что техника советская, она имеется, но она иссякает в связи с тем, что ее, наверное, увозят за границу, а у молодежи есть интерес. Опять же, те же самые мыльницы, большое число их неисправных, а молодежь, как бы, тоже творческие люди, пытаются это как-то наверстать. И я думаю, это будет потихоньку развиваться. Ну, Новый год приближается. Понятно, что к себе любимому подарки, да, и фотографам. Что пожелаете пионерам, да, которые собираются фотографией заниматься? Пожелаю успехов в начинании творческого пути и больше знаний приобретать путем использования различных ресурсов и специфической литературы. Ну и всем остальным. А всем остальным здоровья и успехов. Да, спасибо, Дмитрий.
Зеркальный, да. Зеркальный душ.